Наконец однажды, это была уже почти середина лета, они пришли. Через 2 часа после того, как они утром отправились в путь в ущелье, по дну которого они шли вдоль небольшой горной речки, начало понемногу расширяться, а около полудня горы расступились и они вышли в узкую долину. Речка в этом месте расширялась, ветвилась и делала несколько петель. Над одной из ее излучин полковник увидел крохотный поселок, состоявший примерно из 1,5–2 десятков небольших домиков с плоскими крышами, наполовину врытых в пологий склон. Из поселка к мостику через речку спускалась тропа. На другом берегу тропа пересекала долину и круто взбиралась вверх, скрываясь в густом лесу, покрывавшем высокий склон. Выше, там, где лес уступал место голым каменистым скалам, виднелось некое подобие лестницы, которая вела к стерам монастыря, размещавшегося отчасти в сложенных из обтесанных каменных глыб строениях, отчасти в вырубленных прямо в скалах помещениях, темные окна которых зияли над отвесными скальными обрывами. «Ну вот и все, мы пришли», — сказал полковнику Ламакы. «Дальше ты пойдешь один. Видишь тропу? Поднимешься по ней в монастырь. Там тебя примут. А ты? Ты где живешь? Разве не в монастыре?» Удивился сэр Генри. «Я живу везде», — ответил Ламак Иньям, широким жестом руки обведя высокие синие горы, со всех сторон окружавшие долину. И на глазах изумленного полковника он начал делаться прозрачным, в конце концов растворившись в неподвижном кристально чистом воздухе гор. Сказать, что сэр Генри был в шоке, значит не сказать ничего. На то, чтобы прийти в себя от впечатления, которое произвел на него столь эксцентричный способ Ламак Иньям говорить «до свидания», ему потребовалось никак не меньше четверти часа. Остаток пути занял у полковника весь день до вечера. Тропа поднималась вверх очень круто, и почти через каждые 100 футов пути старику приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть. Наконец, когда над долиной начали сгущаться сиреневые сумерки, полковник подошел к монастырской стене и постучал в низенькую дощатую дверь.